Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Расклад Таро. Что произойдет в период коридора затмений? С 17 февраля и останется с вами в марте. Сам период длится до 3 марта, но это означает для нас более далекую траекторию. Что ждет в ближайшие дни? 17 число уже не за горами, буквально вот-вот, со дня на день. И чего вы пока не видите? Что скрыто? А между тем, что ожидается в будущем, что вам по судьбе. И рассмотрим совет Таро с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Жизнь не бывает полностью предсказуема, помним это, поэтому останемся реалистами. Но как альтернативный вариант позволим картам дать вот эти советы. И цыганский старинный пасьянс нам именно на события, которые ожидаются в ближайшие дни. С чего, может быть, все начинается, или для вас пусть это будут ключевые события. Итак, что же там случится? Что случится, что произойдет? Что идет на ваш порог? С 17 февраля и останется в марте. Может быть, это те задачи, которые вы будете продолжать. У кого-то любовь, личная жизнь, лебедь, посмотрите. Верность, чувства, надежность, надежный человек. Союз, безусловно. Что еще? Добрые перемены. У кого-то это перемены связаны с домом, с любимым человеком. Или вообще, пусть это даже где-то добрые перемены, это ведь не только личной жизни касается, но это еще и прогресс по части работы может быть. Но и правда, у кого-то может быть вот именно жизнь в паре. Или когда вы будете принимать какое-то важное решение по части того или иного союза. Но добрые перемены это распространяется на всю жизнь. И семейный очаг – это именно вопросы у кого-то могут совпадать, вопросы недвижимости. Смотрим дальше. Здесь может быть какая-то неожиданная новость, которая связана именно с личной жизнью. Сердце и колокол. Я, конечно, допускаю, что не обязательно, да, каждое значение немножко само по себе есть личная жизнь, но по колоколу это неожиданное что-то, то, что мы слышим. И это не мы инициировали, не мы этого хотели, желали. Часто это, знаете, как информация общая из средств массовой информации. Но каким-то образом вам это нужно будет продумать, переложить на ваши планы, на вашу реальность. Мы не можем как будто открещиваться от этого или говорить: "Нет, меня это не касается". Каким-то образом полученные новости будут на вас влиять. Может быть, и вы будете что-то перестраивать. Деньги, мои дорогие, поэтому деньги есть, деньги будут. У кого-то может быть смена траектории по части финансов. Может быть, у кого-то и смена по работе. Но тут могут быть и рабочие какие-то моменты тоже. Но, в принципе, вот сами по себе деньги нам говорят о том, что, ресурсный для вас период, такой материальный получается. И в нашем пасьянсе мы можем складывать то, что находится в крайних рядах по горизонтали, по вертикали. У вас совпадает месяц, да? Уже не соединяю. Это сомнения, то есть у вас есть какие-то сомнения. Ну, это не есть что-то материальное, а это именно наше размышление. Ну, поэтому сами себя не мучайте. Кто-то размышляет и ожидает. Ожидает подходящего момента. Или принимает какое-то важное решение. И причем так, не наскоком, а вдумчиво. Могут карты именно это означать тоже. Что мы можем еще соединить, пока с вами говорю, проверяю. Но я должна сказать, я не вижу больше совпадений, правда. Поэтому пойдем дальше. И тогда вот смотрите, добрые перемены. Иногда жизнь нам дает какие-то такие сюрпризы, неожиданности. И хоть избитая фраза «кризис– это возможности», но, похоже, что-то подобное может проиграться, как неожиданное известие, которое и имеет какой-то поворотный момент в вашей судьбе. Так что же скрыто от вас, мои дорогие скорпионы? Ну, не представляю, что тут может быть скрыто от скорпиона, но тем не менее, чего вы не видите? А это случится, произойдет. С чем это связано?
И что же откроется, что станет явным, что прояснится в феврале и будет вами продолжено в марте. Ну и к чему все идет, к чему приготовиться, как события февраля повлияют на вашу жизнь в марте. И по основным сферам жизни. Что ждет вас в личной жизни? Что ждет вас в отношениях? И мы дополним после, разобьем на 3 позиции для тех, кто в паре, для тех, кто один или одна, возможно ли новое знакомство, и одновременно для тех, кто в сложных отношениях. Что ждет в работе? И последняя карта — финансы. Что ждет тоже. Итак, чего же вы не видите? А как тут ничего не видите? Да вроде все видите, все понимаете, все контролируете, хочется даже сказать. Но, может быть, стены, да, вот мешают. Как будто мы в замкнутом пространстве. Кто-то из вас может думать, что вот именно в этом месте мне тут все надоело. Или какая-то обстановка мне тоже надоела. Вы можете не видеть, что вот эти даже мысли, они вас побуждают к тому, что вы совсем скоро будете принимать какие-то решения. И это будет, возможно, касаться по поводу вашего дома или ваших заработков. Что уже от вас скрыто? Вопросы семьи, вопросы жизни в паре. Вопросы, может быть, детские, которые касаются именно детей, взаимоотношения. Но, в принципе, да тут вы все лицезреете, более того, еще и контролируете, правда? Здесь, тем не менее, могут быть какие-то приятные неожиданности, которые ведут к победе и к празднику, мои дорогие. Может быть, это касается у кого-то дружбы, да. Так вот обстоятельства складываются, что именно теперь так обдумали абстрактно, они создать ли нам юридический как бы союз, то есть закрепить наши отношения. Брачный контракт, может быть, или действительно бракосочетание. Я допускаю, что могут быть какие-то новости или какие-то важные решения, которые вас подвигнут на этот шаг. Точно так же это может касаться, и работы, потому что жезлы у нас, да, и пентакли. То тогда по работе тут тоже какие-то грядут изменения, когда вроде бы вот так вот все размеренно шло, и для вас что-то было привычно. Может быть, эти известия, которые именно касаются работы, карьера, финансы, и тогда для вас как прорыв какой-то. Вы как на новые позиции выходите. Можно и построить карьеру, больше денег заработать, и при этом тогда по десятке кубков более чем остаться довольным. Какая-то правильная траектория, вы ее пока можете не видеть. И даже неожиданные какие-то события или новости вам буквально помогают. Так в конечном итоге что станет явным? Выбор. Очень добрые карты. Карта выбора сама по себе и карта, знаете, такого прогресса, успеха. И причем, когда мы уже не оглядываемся назад, значит, вы какой-то будете принимать или выбор, или важное решение, которое будет для вас иметь значение на долгие годы. Будьте к этому внимательны, потому что, правда, тут что-то как проясняется, или вы сами видите для себя свои приоритеты более четко. Но по этой карте мы как будто вот этот выбор, да, буквально Таро ведьмочек, выехала на своем мотоцикле, ведьмочка, как на плато какое-то, да, закончился лес, может быть, чаще, дремучая. Но 2 указателя: туда или сюда. То есть вы дошли, уже как прошли какой-то жизненный путь, и вот теперь ситуация выбора. Значит, какие отношения сложились, какая ситуация по работе сложилась, откуда к вам приходят деньги. Тут тоже вот все будет меняться. Это старший аркан. Но точно так же на вас влиять будут, мои дорогие, что прояснится, правда, средства массовой информации. Может быть, какая-то общая как температура по больнице, хочется сказать, да, вот какие-то общие тенденции, они на вас тоже влияют. И в зависимости от этого вы будете, ну, как-то, как минимум, реструктурировать свои планы. Так что же тайное станет явным? Да факт. Карта возрождения, избавления от боли, избавления от страданий. Мы не оглядываемся назад, опять же, об этом нам говорит карта, 20-й старший аркан. Прежний жизненный этап подходит к концу. Самое время строить новые планы. Ну, может быть, у нас период связан с тем, что мы закрываем гештальты. Более того, 17 февраля — это у нас год огненной лошади начинается. С коридора затмения, солнечного затмения. И огненная лошадь, она нам дает силу, выносливость, скорость, да, вот драйв какой-то жизненный.
но также дает азарт, мои дорогие. Будьте внимательны. Легкие деньги опасны, всегда хочется сказать. Особенно в 2026 году, потому что еще и наряду с китайской астрологией у нас тут идет западная астрология, будем говорить, Плутон и Уран, две планеты. Одна из вас, из этих планет, точнее, ваша планета, Плутон. Ну и Уран тут тоже, да, ваша сила где-то вам придает Уран силы, потому что вы умеете действовать так, как не умеют другие. Вы умеете быстро собраться и включиться в какой-то процесс, в работу. Видимо, такие моменты поворотные, они все-таки будут и для кого-то буквально и до конца февраля, и в марте тоже. Когда вот мы не можем замечтаться, когда нам реальность, она представляется несколько иначе. Когда, может быть, это потребуется от вас и принятие очень важных решений. И вы понимаете, что от этого будет зависеть длительная дистанция, не только на этот год. Поэтому и какие-то разумные и решения, и действия потребуются от вас. Вы можете ощущать, что это именно, ну, как у меня сейчас, знаете, это как мы перевернули лист прежней истории, и сейчас будем писать совершенно новую главу нашей жизни. И вы можете это ощущать очень активно. Но что проясняется? Два старших аркана. Каким-то образом люди оказывают на вас влияние и обстановка извне. К чему все идет? К чему приготовиться волшебно? Победитель. Карта победы. Явно какая-то, нам сказали, праздник после победы. То есть и победа есть, и праздник есть. И снова карта подтверждает, ведь это победа, это карта успеха. Поэтому какие-то победы есть. Но карта говорит, нет, дорогой Скорпион, тебе придется удерживать заданные позиции. Где-то четверка пентаклей тоже. Может быть, и как по финансам, или откуда к вам приходят финансы. Ну, работать придется, может быть, и много. Вот я этого тоже не исключаю. Потому что карта говорит, мало достичь какую-то высоту, ты ее достигаешь. Но, а ты попробуй ее сохрани. Поэтому вам что-то придется и сохранять, как свои победы, так и свое, может быть, приоритетное положение. Итак, что ждет вас в личной жизни? О, смена статуса у кого-то. И правда проиграется, может быть, бракосочетание, хотя мы все разные, у кого-то наоборот. Может проиграться, если отношения были уже разрушены, да, утрачено вот это самое взаимопонимание. Может быть, осталось это только на бумаге де юре. Вы здесь своего рода можете освободиться. Но всегда ведь это говорит карта не только о том, что мы именно по личной жизни куда-то отправляемся, вот именно в официальные учреждения. У кого-то это статус, может быть, даже через личную жизнь. Покупка, продажа жилплощади тоже меняется статус, и это именно к вашей личной жизни относится. Но еще и нам придется учитывать порядок, закон, положение, договариваться с высокопоставленными персонами или что-то согласовывать с законом. По сути дела, организовывать свою жизнь по-новому. Но вот давайте узнаем, для тех, кто в паре, что ждет. Ну, прям даже сказать нечего. Карта мага. Вообще, я всегда говорю, что карта мага – это карта скорпионов, мои дорогие. Хотя, по факту, очень часто прописан в одном верхнем углу Меркурий, а в другом либо близнецы и дева. Ну, это планета-управитель именно этих знаков. У кого-то может проиграться человек, который рожден под созвездием, да, не под созвездием, точнее, под знаком зодиака, стихии, именно который управляется Меркурием, либо близнецы, либо это дева, или это может быть асцендент, или у человека это по Луне, да, вот проходит этот знак. Но самое главное, маг – это практик. Вот вы великие практики, я об этом уже сказала. Но явно какое-то решение такое неоднозначное, может быть и сложное. Приготовьтесь, вам придется принимать. Да, конечно, маг, он говорит мало, а действует так, как никто от него не ожидает. Здесь будет элемент неожиданности, возможно, и для вас, но и от вас потребует точно таких же энергий и собранности. Вы определяете, с кем вы, где вы, как долго вы будете продолжать эти отношения или насколько вы верите человеку конкретному. Смотрите, еще один старший аркан. Здесь что-то может быть по части личной жизни, вот колокол, да, башня. И это могут быть просто вот как известия в средствах массовой информации или общая какая-то тенденция того места, где вы проживаете.
и вы можете задумать переезд. Здесь может меняться какая-то система. Организация вашей жизни от этого тоже будет зависеть. Кто-то задумается, почему нет, именно переехать или улучшить свое жилищное положение. И тогда точно вам придется что-то увязывать с законом, как будто понимать, как в отношении вас работает закон, ну и свою жизнь организовывать по-другому. Но я не могу сказать, что вам это как-то тут не будет нравиться. Нет, скорее всего, иногда эта карта будет говорить о том, что период ожидания. Или иногда мы ухаживаем вот за кем-то, да. Может быть, это вы за любимым человеком. Или даже какая-то ситуация, связанная с родственником. Вот такое тоже. Но это ожидание, оно не должно затянуться слишком. Потому что тут у вас на кону именно новый статус, новые возможности. С чем это связано? У кого-то может быть связано с работой на дому, вот конкретно. Когда вы сами захотите менять работу. Или маловато кольчушка, как я говорю, по финансам, прежняя ваша занятость. А уран у нас все дробит. Был один доход или из одного места, да, а теперь лучше два. Или какая-то подработка, или пусть это будет, ну вот вы что-то обучаетесь чему-то, может быть, получаете сертификат, или обретаете навыки, скиллы, и будете работать либо удаленно, или как-то дополнительно. То есть был один доход, теперь два. Или хранили деньги в одном банке, а теперь в двух. Или хранили деньги в одной валюте, а теперь вы как-то это дело распределите. То есть вот по урану вы тут действительно, как и много работы у вас будет, у кого-то рабочее место на дому, которое вы будете организовывать, продумывать какую-то последующую траекторию точно. Потому что у вас чуйка, мои дорогие любимые скорпионы, вам дает правильные подсказки на долгий период жизни, как же вам что-то организовать. Вы процессом управляете. Как захочет скорпион, так и будет. Если нужно согласовать с законом, в каких-то бумагах написать, вы это сделаете. Если нужно не так, а как-то тут по-другому, ну, по карте мага нет ничего невозможного. Поэтому решайте что-то и решайтесь. Сил, возможностей у вас будет достаточно. Для тех, кто один или одна, возможно ли новое знакомство? Апатия, мои дорогие, как будто везде был, все видел, все надоело. Новое знакомство возможно лишь только тогда, вот по Плутону. 13-й аркан, надеюсь, вы хорошо понимаете, это не про смерть. Хотя я допускаю, может быть, у кого-то из вас меня смотрят люди из разных стран, и где-то идет война. Может быть, это был любимый человек, но по каким-то причинам, причем причинам непреодолимой силы. И тут разные, да, не обязательно с войной связано, а может быть отношения, когда, ну, не можно было продолжать. Но вот они завершились. Но карты нам о чем говорят? Что ты, Скорпион, действительно маг и волшебник, но пока в твоем сознании. Ты через чувства пропускаешь какую-то прежнюю историю, тебя это не отпускает. А как известно, свято место пусто не бывает, и для того, чтобы встретить нового человека, тебе некоторую работу над самим собой нужно провести. Потому что выйти, завершить вот эту апатию, мои дорогие. Или самому себе сказать, что вот какая-то прежняя история, она завершилась, и я иду дальше. Поэтому у кого-то выздоровление от боли, от страданий. Состоится ли новое знакомство? Вот у кого действительно, кто один или одна, тут есть какие-то переживания, либо тут могут быть на первый план заботы о том, что нужно финансовую историю как-то, ну, выровнять. Вот именно, может быть, у кого-то финансовая брешь, и вы с головой уходите в работу, понимая, что мне-то сейчас вот мне именно нужно уделить внимание, больше времени обучению, изучению чего-то или освоению каких-то навыков, ресурсов. Не хочу я больше, чтобы не было недопонимания. Я вообще не хочу вкладываться в те отношения, которые меня как изнутри разрушают, а потом оставляют в одиночестве думать долгий период времени. Тут именно что-то идет своим чередом. Сказать, что в конце февраля по этим картам или в марте вы прямо буквально за первым поворотом встречаете свою любовь, я, конечно, не могу. И для вас не нужно в этом торопиться, потому что это у вас сейчас период трансформации. Сложные отношения. Десятка мечей. Изящное завершение.
Так говорит в колоде добра колет барон Рид, известный таролог и психолог. Но есть что-то, что мы именно изящно должны завершить, и тут двояко. У кого-то сами отношения, может быть, идут к концу, правда, или они уже фактически подошли, когда мы устали. Мы устали, потому что нет взаимопонимания, ну как-то тяжеловато, а для кого-то из вас, может быть, и есть желание. Ну, продолжить, да, но для этого нужно, чтобы вторая половина, да, или наш оппонент, назовем, имел тоже такое же желание, иначе как игра в одни ворота. Такое не пойдет. Нам не нужна такая игра, будем говорить, правда? И, может быть, это и есть примириться, как бы сама по себе возможность, все же таки изящное на завершение. Поэтому помириться можем. Но, видимо, первое, при том условии, что откликается другой человек, то есть ему это точно так же нужно, как и вам. А с другой стороны, если мы примирились, то мы потом не вспоминаем былое. Так что это? Что ждать в личной жизни для тех, кто в сложных отношениях? Но правда договориться можно, если есть желание. Все то, что я сказала. Туз кубков, радость. Это, знаете, наполненность жизни, вдохновением. Это где-то и бабочки в животе, потому что по тузу кубков это и чувства глубокие, и любовь. Вот если это все присутствует, тогда можно завершить изящно какой-то период недопонимания, конфронтации. Но мы понимаем, если прежние отношения зашли в тупик, и что-то было принципиально важное, что важно именно для вас, а для другого человека может не иметь значения. Или когда была какая-то грустная история, с вами поступили некрасиво, тогда мы тут тоже себе розовые очки не надеваем. Тогда нужно, вот может быть, какой-то период и побыть этой кошкой, с которой сама по себе, прежде чем мысли, они пойдут уже именно в сторону нового знакомства, расширения горизонтов, возможностей общения. Но для тех, именно кто хочет примириться, безусловно, по этим картам мы это можем сделать. Что ждет в работе? Король жезлов — это та персона, которая вам будет говорить: "Делай так вот не делай". Или, да, как в стихотворении известном: "Сделайте наоборот". Но сам человек ничего делать не будет, мои дорогие. Увы, это правда, вот такое проигрывается. Может быть, это вы будете тоже кому-то давать совет, но вам самим не очень-то хочется чем-то заниматься. Может быть, у вас по работе вот складывается такая конфигурация, все таки у нас 2 карты. 2 карты персональные. И вот этот харизматичный лидер, с одной стороны, это вам говорят, и правда, тут у вас император, маг. Это вам нужно примерить на себя, как минимум, вот этот статус харизматичного человека. Может быть, это вам придется и работу с личной жизнью совмещать. У кого-то придется совмещать, вот как рабочее место на дому. Но и для кого-то я не исключаю, когда вы делаете выводы о конкретном человеке, как будто чего же он не участвует. Но здесь, посмотрите, у нас пара выпадает. Поэтому тут у кого-то действительно и работа, и семья, как-то все тесно переплелось. Может быть, семейный бизнес, может быть, это в вашей паре даже вы будете продумывать свой как будто новый вариант вот личного дела или дела вашей семьи. Может быть, это участие в каком-то общем тоже проекте, мои дорогие. Но явно нам тут говорят о том, что что-то может быть у вас продолжено. Но в новом ключе все-таки, потому что предыдущая карта, да, она не, ну, немножко как будто делит. То есть есть ваши какие-то интересы, есть интересы и другого человека. И вполне вероятно, вас что-то не устраивает, потому что вы могли быть на вторых ролях, а теперь хочется и должно так быть на первых. Точно. Вам тут может вы можете, точнее, получить какую-то информацию, вот я говорила, которая связана с работой. Это поворотный момент, когда тысячи дорог сходятся в одной точке. Или пусть мы говорим, кризис — это возможности. То, что завершается, да, мы говорим, когда одна дверь счастья закрывается, на смену ей открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Помните, мои дорогие скорпионы, будь то личная жизнь, будь то работа, если что-то действительно уже подходит к своему финалу, это самое время
четко для себя где-то новые планы, план А, план Б, план С строить и уже какую-то конфигурацию, ну, для себя как минимум на бумаге, может быть, как тезис-план прописать и быть готовым корректировать. Да, в течение февраля мы не рвем отношения и мы не бросаем работу. Карты тут ни при чем, это больше планетарный, астрологический такой совет. Но шаг за шагом уже в марте у нас что-то прояснится. Там уже словно высшие силы приведут в движение те процессы скрытые, которые вы сейчас не видите, которые связаны с людьми или с каким-то прогрессом, информацией, ну и так далее, обстановкой. Может быть и так. И что-то похожее у вас уже может быть по работе до конца февраля. Возможно, вам придется вот именно лидерские позиции даже занимать, отправляться в высокие инстанции, с кем-то договариваться, составлять какие-то бумаги, документы. Приготовьтесь к тому, что работы будет много, переездов, перемещений будет много, каких-то согласований, информационных потоков. Короче, скучать вам будет некогда. Но это для вашего прогресса. Финансы, что ждет? Любая тройка – карта будущего. Работа в команде, опять же, да? Поэтому, может быть, это вы будете организовывать работу в команде, кто-то будет изучать, получать документы, иногда буквально сдача экзамена. Но и изучение вам как будто может не быть недостаточно знаний. Может быть, кто ищет работу, да, вот здесь нужно быть готовым к тому, что вам могут предложить, ну, это то, что вам знакомо, но с какими-то новыми нюансами, которые могут потребовать как и знаний, и вам придется, да, может быть, получить какой-то сертификат или кому-то начать учить язык, или, ну, какую-то для себя вот новую траекторию именно изучить, потому что это вам принесет в последующем прибыль. Тут деньги к вам приходят от инноваций. Инноваций или вложений в самого себя, в собственные знания. Вы сейчас по финансам словно экзамен жизни можете сдавать. И от того, как мы сумеем смотреть в будущее, будет зависеть, насколько будет хорош эквивалент финансовый на последующий период. Две тройки удивительно, две карты вас ориентируют на будущее. Все то, что я сказала, правда, тут без изучения не обойтись, без получения, может быть, какого-то документа, сертификата, как будто тоже. Вы только в конце февраля и, может быть, отчасти в марте вот именно выстраиваете парадигму новой работы, новых заработков или дополнительного дохода, или пусть взаимодействия с кем-то, или пусть работу оставили и начали искать дополнительный, ну, как удаленный доход. Вот тут у каждого ведь по-своему. Но явно на кону стоят уже будущие возможности. Вы их чувствуете? Вот ваша чуйка тут срабатывает на деньги, это точно. И у кого-то это может быть действительно связано. Релокация офиса или не обязательно далеко, хотя у кого-то проиграется именно далеко. Но или много каких-то перемещений, как открытие нового филиала, мои дорогие. Может быть, и именно вы туда будете назначены вот этим харизматичным лидером, потому что это ваша компания или ваша организация может вот эти филиалы открывать. Тут вот не упустите какую-то возможность, не откажитесь, потому что мы думаем, что сегодня мне предложили или сегодня есть вариант. Не бойтесь о себе как-то красиво вот так вот заявлять, мои дорогие. У вас сильная позиция, потому что от этого складывается последующая траектория буквально вашего качества жизни. И мы ищем выход, мы его находим для тех, кто в сложной финансовой ситуации, как раз через работу, через знания. Для вас приходит совершенно новая конфигурация вашего качества жизни. И финансы, мы говорим деньги, это не пустяки. Это один из способов взаимодействия с миром. То есть это ваши ресурсы. Все важно. И личная жизнь, и работа, и деньги. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю вас за вашу помощь, поддержку моему творчеству, за ваши душевные, добрые комментарии и искренние. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я вам буду искренне рада. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы всегда.